Друзья мои, всем доброго времени суток. Мы сегодня с вами находимся на канале Энергия Таро, и нас сегодня с вами ждет очередной расклад. А расклад у нас будет о Крис Кремерс и Лисен Фрон, пропавших в джунглях в Панаме в 2014 году девушек. Очень популярная история, вы давно меня просили ее сделать. Она, наверное, популярна так же, как Перевал Дятлова у нас. Кстати, Перевал Дятлова есть у нас на Бусте, на закрытом канале. Очень многие меня спрашивают, есть ли у вас расклад на Перевал Дятлова. Конечно, есть, друзья мои. Там все подробности этого мрачного, интересного дела. Вообще, переходите на Бусти, там все эти видеорасклады, которых нет здесь на канале, те, которые вы просите меня рассказать, разложить, но, к сожалению, их YouTube блокирует. Именно поэтому у нас есть закрытый канал, где вы сможете спокойно смотреть за 399 рублей в месяц всего более 40 раскладов. Там огромный видеоконтент, который постоянно, ежемесячно пополняется, друзья мои. Вот в этом месяце будет у нас расклад на святых в церкви, иконы, тоже очень интересно, подписчики просили меня сделать. Поэтому подписывайтесь. Кому не удобен Бусти, есть замечательный вариант, это телеграм-канал, куда вы можете подписаться, написав мне в личку. Личка моя указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Тоже 399 рублей стоят все расклады, также более 40 видеораскладов, интересный контент, которого вы не увидите здесь на YouTube-канале, друзья мои. Также в личку вы можете написать мне по вопросам личной консультации, расклада, обряда, а также по вопросам обучения на картах Таро. Я обучаю индивидуально по тем колодам карт Таро, которые вам больше интересны и больше нравятся. А есть у меня 3 готовых курса. Это курс классической колоды Райдер-Уэйта, который я 100% рекомендую пройти как новичкам, так и опытным тарологам для повышения своей квалификации, потому как там мы изучаем архетипы карт Таро через Кабалу. Вы научитесь не только теории и практике и видеть карты, читать их, а не просто трактовать, общаться с картами, но также научитесь Кабале, начертанию матрицы судьбы, которая изменит полностью жизнь вашу или вашего кверента. Поэтому, друзья мои, за всеми подробностями в личку. А также 2 курса «Триумф Луны» и «Безумная Луна» Патрика Валенса. Ну, сегодня мы с вами, как я уже сказала, поговорим о Крис Кремерс и Лисен Фрон. С нами сегодня карты Таро Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты. Нашумевшая история об одном из самых загадочных, наверное, дел в истории криминалистики, в истории преступлений. Это смерть туристок из Нидерландов Крис Кремерс и Лисен Фрон, которые пропали в джунглях Панамы 1 апреля 2014 года во время их похода в лес по тропе Альпиниста. Загадочные фотографии, которые они оставили на фотоаппарате, да, неясно, кто их снимал, вообще все фигуранты этого дела, которые молчат и явно что-то знают, и явно это попахивает криминалом все-таки, да, несчастным случаем. Мы сегодня с вами обо всем поговорим и во всем разберемся, я надеюсь. Понимаю, что не для каждого человека карты — это истина в последней инстанции, но, тем не менее, они дадут нам какую-то подсказку, скажем так, да, что могло случиться с этими девочками. Вообще прошло много лет уже, и думаю, очевидно, что туристок нет в живых. Я так думаю, да, но может быть совсем иначе. Я еще не делала на них расклад. Однако мы не можем двигаться дальше, не ответив на этот вопрос. Живы ли девочки? Так как, учитывая правоохранительные органы, то, что они подкуплены, да, я не верю ни правоохранительным органам, которые сообщили, да, то, что девочки мертвы. Ну, вообще никому в этой истории, если честно, не верю, кроме родителей. Давайте узнаем, живы ли девочки. Я сейчас смотрю на их фотографию. Крис Кремерс, блондинка, и Лисен Фрон, брюнетка, чтобы вы их различали, понимали, да, если вы не знаете историю. Крис Кремерс и Лисен Фрон. Карты, покажите нам, пожалуйста, живы ли девушки на сегодняшний день, на которых я сейчас смотрю. Живы ли девушки, на которых я сейчас смотрю. Прозрение. Карта прозрения говорит о загадке, о какой-то тайне, которую мы должны разгадать, узнать, или которую мы сегодня с вами подбираемся. Карта прозрения нейтральная карта, она не отвечает на вопрос, живы или мертвые девушки, она что-то хочет нам подсказать и говорит о том, что сегодня мы точно разберемся в этом вопросе. Но живы ли девушки? Скажите нам, пожалуйста, карты. Живы ли девушки на сегодняшний день? Крис Кремерс и Лисен Фрон. Карта дьявола. Нет. И кто-то их убил. Да? Здесь дьявол, очевидно, что это какая-то мужская особь. Мужчина, который владеет чем-то, кем-то, бизнес может быть какой-то. Да? Дьявол — это тот, кто употребляет, возможно, большое количество алкоголя или наркотических веществ. И человек, который, скажем так, держит у себя чучело вороны. Да? Возможно, ворона до сих пор жива. Но здесь дьявол говорит о преступлении, о том, что их убили. Их убили — это преступление. Прозрение — это вы должны что-то сегодня узнать. Давайте посмотрим, что у нас на дне колоды. Это 100% не несчастный случай, но, тем не менее, мы еще зададим этот вопрос, друзья мои. Карта учителя 5-го старшего аркана, или иерофант по-другому, да, чему-то учить или что-то показать. Не попали в руки бандитам, преступникам, когда им хотели что-то показать. Вот давайте мы вам покажем другую дорогу, например. Да? Карта прозрения тоже может говорить об этом. Вы неправильно идете.
вы неправильно идете, мы вам покажем другую дорогу. Учить чему-то, когда они встретились с бандитами, с преступниками, они их чему-то учили. Это 100% преступление, друзья мои. Давайте поехали дальше. Да? Мы понимаем, что девушек нет в живых. Карта дьявола указывает на это. Второй вопрос несколько необычный. И вообще дружба всегда имеет свою теневую сторону, и кто-то в паре друзей, подруг, согласитесь со мной, всегда очевидно ведомый, а кто-то ведущий. Очень редко бывает, да, когда все нейтрально, тем не менее кто-то за кем-то идет всегда в паре. Это очень важно выяснить. Почему? Для расследования. Чтобы понять, кто-то из девушек виновен в том, что они пошли за этими ребятами, да, вот очевидно, что им какие-то мужчины попались на пути. Кто-то из девушек виновен или они невиновны обе. Является ли кто-то лидером в их отношениях, или у них все как бы хорошая такая дружба, все наравне. Да? А кто был лидером и заводилой в паре? Лисан Фрон или Крис Кремерс? Лидером в паре была Лисан. Нет. Всегда молчит. Или императрица, которая не может высказать своего мнения. Женщина, да, у нас женщины выходят. Много идей каких-то интересных, причем идей. Девочка интересующаяся, интересная, увлекающаяся, очень много чем увлекается, да, хобби, может быть, есть какое-то. Но императрица здесь молчит, не может высказать своего мнения. Вот идеи ее терпят фиаско, либо она просто их не высказывает, да, или идет за другим человеком, да. Лидером в паре была Крис Кремерс. Принцесса Кубков. Принцесса Кубков – это такая несколько легкомысленная девушка, да? Я не говорю, что она была плохой девушкой. Это значит, что она могла пуститься в авантюры. Да бог с ним, поехали. И принцесса Кубков здесь больше не то, что она была лидером, а, наверное, все-таки по своей натуре, более сильная по характеру была даже Лисан. Но так как она не хотела показаться занудой, зазнайкой перед Крис, она шла всегда за ней. А Крис спускалась во все тяжкие, скажем так, да, и принцесса Кубков здесь об этом говорит. Принцесса Кубков – женщина водного знака зодиака, либо просто чувственная, очень ранимая, но, тем не менее, такая движовая. И здесь императрица все время молчит. Ну ладно, пойдем туда, куда ты скажешь. Хорошо, следующий вопрос. Мы даже, наверное, раскрыли в какой-то степени характеристику их личности, да. Человек достаточно сильный, целеустремленный, со своими идеями, со своими целями, который идет к этим целям и идеям, но тем не менее боится показаться занудой в своем возрасте. Но девочка такая более домашняя, про нее даже говорили, да, во всех True Crime подкастах о том, что она домашняя девочка. Это девочка более движовая, легкая на подъем, но тем не менее очень уверенная в себе, но тем не менее вот может вляпаться в какую-то ситуацию, в какую-то историю, да, из которой вот обе девочки не вышли живыми, к сожалению. Третий вопрос. Мария Елена, управляющая садиком для детей, которые на стажировку должны были прийти Крис и Лисан, является в какой-то степени одной из ключевых фигур в этой истории. Почему? Потому что в день, когда стажировка туристок должна была начаться, она очень резко и как-то грубо отказала Лисан и Крис, якобы их не узнав, и сказала, что стажировка начнется на неделю позже. Вот интересный вопрос. Она действительно не узнала девушек? Она сказала это как-то специально. Почему, да? Может быть, она с кем-то в доле, с преступниками, допустим, потому что там в Панаме все друг друга знают, и все могут быть друг с другом в доле. Понимаете, о чем я говорю? Итак, Мария Елена, управляющая садиком для детей, которые должны были прийти на стажировку, Лисан и Крис. Она действительно не узнала девочек. Восьмерка Пентаклей. Восьмерка Пентаклей – работа. Должны были работать. Или работа кипит. Нет, восьмерка Пентаклей здесь говорит о том, что девочка она узнала. Но восьмерка Пентаклей здесь что-то про работу. Да? Должны были у меня работать. То есть она их узнала, что они должны были у нее работать. Потому что восьмерка Пентаклей – это что-то про работу, отработка чего-то, стажировка какая-то. Да? Но почему Мария Елена отказала девочкам и сказала, чтобы они пришли через неделю? То есть стажировка начнется позже. Она сказала это из-за того, что чего-то или кого-то боялась. Девятка жезлов, тяжесть какая-то, да. Девятка жезлов может еще говорить о том, что мне очень неприятно это говорить, и я очень не хочу это говорить девочкам, и я хотела бы, возможно, чтобы они работали у меня, потому что восьмерка Пентаклей, человек настроенный на работу, и ей нужны сотрудники. Но, тем не менее, я говорю это с тяжелым сердцем из-за того, что я кого-то боюсь, или, возможно, я точно знала, что они уже связались с какой-то плохой компанией. Вот здесь дело в этом. Девятка жезлов. Стремление специально сказать им, чтобы они ушли, потому что боится человек, да, боится чего-то. Карта Паш мечей, и грубо нужно ответить, ну, чтобы девочки ушли, да, чтобы девочки не занимались детьми, скажем так, потому что Паш мечей – это ребенок, а Паш мечей – это какой-то, может быть, нанесение тяжкого телесного вреда, да, детям. Возможно, они угрожали детям. Мы что-то сделаем с детьми, если ты их
не отправишь во свояси. Возможно, их караулили уже эти ребята, да. Еще раз объясняю, друзья мои, девочки могли познакомиться с кем-то до того, как они должны были пройти стажировку. Мария Елена. Мария Елена об этом каким-то образом узнала, потому что в Панаме все друг друга знают. И чтобы не было какого-то тяжкого причинения вреда детям, потому что она работает с детьми, она с тяжелым сердцем, но отправила девочек во свояси. И хотя уже точно, скорее всего, понимала, что с девочками что-то случится. Понимаете, да, о чем речь? И вот здесь, да, Мария Елена ключевая фигура, которая отправила девочек, хотя очень этого не хотела. Знакомились ли девушки во время своего проживания в Панаме с подозрительными личностями, бандитами, группировками какими-то местными, да, которые могли быть для них потенциально опасны? Вот сейчас мы это узнаем как раз. Знакомились ли с потенциально опасными людьми? Сами знакомились, да? Лисан Фрон и Крис Кремерс знакомились ли с потенциально опасными людьми? Конечно, карта-код, да, карта сокрытия. Карта-код еще может говорить о хитрости, о какой-то лукавой стороне этих преступников, да, то есть они как-то к ним подмазывались, или Лисан и Крис сначала не поняли то, что это преступники, то, что они могут с ними как-то неправильно обойтись. И карта-код еще говорит о том, что сокрытие чего-то, что-то просить у них, да, что-то просить, что наркотики, возможно, да. Говорят в True Crime подкастах то, что они якобы просили у этих ребят, у преступников приобрести у них травку. Здесь тоже может быть это, да, карта-код, это карта преступной какой-то деятельности. То есть для чего-то они познакомились с ними не просто так, не просто чтобы познакомиться с красивыми парнями, а чтобы что-то у них взять. Действительно ли Крис Кремерс и Лисан Фрон приобретали наркотики от этих преступников, с которыми познакомились, да? Действительно ли они приобретали наркотики, травку, может быть, какую-то покурить, да? Насколько я знаю, в Нидерландах легализована травка, а вот в Панаме за это могут посадить, причем надолго. Действительно ли Крис Кремерс и Лисан Фрон приобрели траву или какие-то другие наркотики вот у этих лиц, да? У преступной вот этой организации, потому что явно, что карта-код – это преступники. Сокрытие чего-то или сокрытие крови чужой на своих руках, да? Приобретали ли они действительно, да, королева мечей. Королева мечей здесь женщина, которая обманывает, или женщина, которая обманным путем что-то приобретает, или женщина, кого она обманывает, да? Давайте посмотрим, что это за королева мечей, которая обманывает. Что это за королева мечей, которая обманывает? Предательство. Вполне возможно, одна девушка приобрела, другая не знала, что она купила. Да, 4 пентаклей. Здесь кто-то из девушек врет другой девушке. Или говорит, после того, как приобрела, уже да расслабься, все нормально будет. Да? Здесь некое предательство, 3 мечей. И вторая девушка, она так вычурно это показывает, зачем ты меня обманула, это наркотики, а потом вроде и сама принимает. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть познакомились с преступниками, карта-код, приобрели у них что-то. Одна девушка обманула другую девушку, то есть предала, да. Возможно, сказала, что это какие-то, не травка, а какое-то другое вещество, да. И 3 мечей здесь: ты меня предала, зачем ты меня обманула? 4 пентаклей, сокрыть что-то, да, но я не могу, вот видите, какие карты выходят, но по справедливости я не могу тебе ничего сказать, так и быть, я тоже попробую. 3 пентаклей, подстраивание под человека, 3 пентаклей, преобразование чего-то, то есть изменение, скажем так, состояния своего, да, на наркотическое, то есть здесь были какие-то наркотики замешаны, легкие, травка какая-то, 100%, но тем не менее, одна девушка знала, что она берет, другая девушка не знала, не понимала, и они как-то на этой почве, может быть, даже поспорили, не поругались, а поспорили, но тем не менее приняли обе. Здесь есть что-то такое, да, нечистое. Где погибли девушки? Где погибли Лисан Фрон и Крис Кремерс? Где погибли Крис Кремерс и Лисан Фрон? Они погибли на улице. Карта белка. Сюрприз. То, чего мы не знаем с вами, да? Карту белка нужно сейчас раскрыть. Лисан Фрон и Крис Кремерс погибли на улице? Нет. Лисан Фрон и Крис Кремерс погибли в помещении. Нам говорят, что мы уже подбираемся к разгадке. Лисан Фрон и Крис Кремерс погибли в помещении. Императрица. Императрица положительная карта. Здесь она теневая, отрицательная. Но, тем не менее, здесь императрица говорит о том, что как девушки закрывали рот. Как будто, знаете, одна девушка видела, как другую девушку убивают. Лисан Фрон и Крис Кремерс погибли в помещении. Да, карта Солнца здесь говорит про лимб. Это ребенок, которого не существует, это душа ребенка, да, дух ребенка. И здесь 6 пентаклей, много на себя брать. Много на себя брать, много разговоров, 9 мечей. Много разговоров, но тем не менее я не могу это выполнить. 9 мечей, много разговоров, много слухов или много громкой музыки.
много громкой музыки, я что-то, как меняю свое состояние, шестерка пентаклей, там были наркотики какие-то, да, или алкоголь, может быть, шестерка пентаклей, измененное состояние человека. Одна женщина, одна девушка, и, скорее всего, это Лиса, на нее выпадала карта императрица, смотрит на то, как другую убивают, то есть одну должны были убить быстрее, да, и, скорее всего, это не несчастный случай, мы сейчас выясним, конечно. Карта Солнца, девушки погибли в помещении, это положительная карта, они погибли не в джунглях, как мы думаем, да, карта Белка об этом сразу нам говорит, это сюрприз, это то, чего ты не ожидаешь. Карта прозрения почти подобрались к разгадке. Одна девушка смотрела, как другую убивают, это было в помещении, и много на себя взять. Вот много на себя взять, много разговоров, но мало дела. Ты вот нам обещала это, а это обещание не выполнила. Может быть, одна девушка обещала другим, что она там, я не знаю, что она там переспит с ними, да? Ну, может быть, это не факт, друзья мои. Давайте все-таки уточним, убили ли их, несчастный случай. Кто-то говорил даже о версии мистической, да, то, что это мистика, петля времени, возможно, они там заблудились, не могли выбраться. Если в истории Крис Кремерс и Лисен Фрон именно мистическая составляющая их исчезновения, их гибели. Нет, карта Солнца здесь отрицательная, здесь два ряда старших арканов, друзья мои, в этой колоде, и здесь карта Солнца теневая, и она говорит об отрицании того, что произошло. Если ту карту Солнца мы вытянули, она истинно положительная, то это истинно отрицательная. Здесь девушка не любит мужчину, да, Солнце в виде мужчины, девушка, соответственно, в виде девушки. И здесь это негатив, отрицательная карта. То есть мистики нет в этой истории. Это несчастный случай. Крис Кремерс и Лисен Фрон погибли из-за несчастного случая. Ты лучший. Ты лучший. Карта нейтральная, и ты лучший говорит о том, что кто-то кому-то понравился, да? Какой-то мужчина понравился одной из девушек, и они за ним пошли. И здесь, скорее всего, попахивает убийством, друзья мои. Их убили. Крис Кремерс и Лисен Фрон убили. Семерка пентаклей, положительная карта. Карта колеса фортуны. Друзья мои, карта колеса фортуны здесь отрицательная карта, а семерка пентаклей положительная. Семерка пентаклей могло бы что-то получиться, но, к сожалению, мы растеряли свою удачу. Тогда, когда пошли за каким-то мужчиной, который нам понравился. Возможно, там было несколько мужчин, но одной из девушек понравился один молодой человек. И вполне возможно, эта девушка как-то с ним флиртовала, и мужчине показалось, что она ему что-то должна, что-то ему обещает, да, какие-то интимные продолжения после их, скажем так, вечеринки. Как я поняла, у них в доме что-то происходило, какая-то музыка, какая-то вечеринка. И 10-й старший аркан колесо фортуны — свернуть с дороги и потерять свою удачу. Семерка пентаклей, вот как в грудь, что-то в груди, да, что-то в груди, может, нож какой-то воткнули, или, может быть, как-то били по груди, потому что здесь вот что-то с грудью было. Прям с грудью, с ребрами, что-то как-то вот не нравится мне вот это место, да, у одной девушки причем. Семерка пентаклей, вот прям на одну девушку были злые, а вторая, получается, попала из-за первой девушки в просак вот такой, да, если это можно так назвать. И семерка пентаклей, да, действительно, их убили. 10-й старший аркан колесо фортуны — растерять свою удачу или потерять защиту. Пойти вот за этим молодым человеком, который понравился, или за молодыми людьми, да, которые понравились. Девушки шли по тропе эль-пианиста в тот день все время, никуда не сворачивая. Все-таки мы должны с вами добиться, да? Каждую деталь. Девушки Крис Кремерс и Лисен Фрон шли по тропе эль-пианиста в тот день все время, никуда не сворачивая. То есть они просто шли по тропе эль-пианиста и никуда не сворачивали. Правда ли это? Правда ли это? Нет, неправда. Семерка жезлов. Семерка жезлов может говорить о том, что мы идем или заблудились, мы идем и не знаем, куда идем. То есть их, скорее всего, ввели. Да? И семерка жезлов — карта творческого человека или человека, который хочет повеселиться. Вот здесь в данный момент. Да? И семерка жезлов — стремление повеселиться. Жезлы, стремление, цель, поставить себе цель, повеселиться, послушать хорошую музыку. Но я не вижу, куда я иду, потому что я либо заблудилась, что неверно, потому что если вы смотрите True Crime подкасты, да, или видео, то вы понимаете, что по тропе эль-пианиста невозможно заблудиться. Она вот прямая просто. Если никуда не сворачивать, то вряд ли ты заблудишься. И здесь, скорее всего, их повели. Их кто-то повел, скорее всего, да? Давайте узнаем. Присоединился ли кто-то к Крис Кремерс и Лисен Фрон 1 апреля 2014 года, пока они шли по тропе эль-пианиста. То есть сначала они шли одни, очевидно, да, а потом кто-то к ним присоединился. Карта умеренность, что-то с водой связано. С водой, когда купались, или когда вошли в воду, или когда были около воды. Карта умеренность положительная. 14-й старший аркан, кто-то к ним присоединился. И 14-й старший аркан еще говорит о том, когда мы были у воды, когда мы переходили реку, или когда мы купались.
Вот здесь вот что-то такое, да? То есть в любом случае к ним кто-то присоединился, и кто-то их повел не той дорогой, о которой они вообще никогда не слышали, не знали. Все, это мы поняли. Хорошо, тогда куда они пошли? Вот свернув с пути за каким-то молодым человеком или ребятами, мы еще узнаем, сколько их было, куда пошли Крис Кремерс и Лисен Фрон, свернув с тропы Эль-Пианисты. Карта сила. Место силы. Мое место силы. Мой дом, моя крепость. Чей-то дом, чье-то помещение, да? Где можно посидеть спокойно, где никто не помешает. Куда пошли Крис Кремерс и Лисен Фрон 1 апреля 2014 года, свернув с тропы Эль-Пианиста. Место силы. Место силы какого-то молодого человека. Карта учитель. Кто-то работает учителем у этого молодого человека, или кто-то работает, что-то показывает кому-то, да, или чему-то обучает. Вот там живет тот, кто чему-то обучает или что-то показывает. Священнослужитель, учитель, тот человек, который может являться гидом, гид Фелисиана. Мы об этом сегодня с вами еще поговорим, об этом человеке. И там может жить кто-то, который чему-то учит людей, да, то что-то показывает. И вот они пошли в этот дом. Мое место силы. Место силы какого-то мужчины. Давайте узнаем, сколько было молодых людей, которые повели Лисен Фрон и Крис Кремерс. Сколько было всего преступников, да? Будем называть их так, преступниками. Сколько всего было преступников, которые участвовали в убийстве Крис Кремерс и Лисен Фрон. Сколько всего было вожделений. Вот один очень хотел другую девушку. Я же говорю, да? Один человек, который был таким задирой. Неуравновешенная психика у человека. Звериные инстинкты берут вверх. И из-за этого одного молодого человека, другие, соответственно, тоже оказались преступниками, вовлечены в это преступление. Да? Если бы не он, если бы ему так сильно не понравилась девушка, она прям ему отказывала, не хотела, да, с ним вступать в интимную близость. И если бы ему так сильно не понравилась девушка, он почему-то от нее ожидал вот этой ответной реакции, то, скорее всего, девушки остались бы живы, возможно, друзья мои. Потому что здесь показывают мне одного человека, а все остальные, скажем так, участвовали в этом, и, скорее всего, и прикрывали его. Да? Сколько всего было? Потому что я чувствую энергию нескольких человек. В любом случае, это не один мужчина. Один мужчина, возможно, бы не справился с двумя девочками, да? Сколько всего было преступников, которые убили Крис Кремерс и Лисен Фрон? Сколько всего было преступников? Сколько всего было преступников? 6 жезлов, 6. Как минимум от 5-6 человек, да, то есть 6 жезлов. Все 6 человек, 5-6 человек, они стремились к тому, чтобы куда-то поехали, да, куда-то поехали с телом или куда-то ехать с телом. Стремились к тому, чтобы вот убрать место преступления, как вот убрать девочек, да, куда-то девочек перевести. Тела девочек куда-то перевести. Как минимум 6 человек, 5-6 человек, друзья мои. А один был задирой таким. Человек, который вот из-за которого все, собственно говоря, это и случилось. Вполне возможно, ребята и не хотели убивать. Да, дьявол из-за секса, да, из-за интимной близости. Кто-то кому-то не дал, грубо говоря. И вот из-за этого все пошло и поехало. Вполне возможно, их бы оставили в живых. Общая характеристика личности преступников, вообще вот этой банды, да, я так понимаю, что банда какая-то группировка, потому что в Панаме их много. Вообще общая характеристика личности этой банды, которая погубила Крис Кремерс и Лисен Фрон. Общая характеристика вот этих преступников, которые погубили Крис Кремерс и Лисен Фрон. Общая характеристика. 4 жезлов. Я не могу сказать, что все ребята, которые состояли вот в этой группировке, люди, которые насилуют, убивают, нет, не сказала бы так. Вот кто-то на одной стороне, кто-то на другой стороне. И вот кто-то действительно является заводилой, как вот в паре Лисен и Крис Кремерс, да, а кто-то человек, который ведомый просто в этой преступной банде. И, соответственно, кто-то, у кого-то с головой не в порядке, а кто-то просто идет за этим человеком, да. То есть банда такая по 4 жезлов сплоченная достаточно, то есть давно друг друга знают. И, тем не менее, есть хорошие, а есть плохие персонажи. Но все мы где-то посередине, друзья мои. Нет хороших и плохих людей. Все мы где-то посерединке. Общая характеристика преступников, которые убили Крис Кремерс и Лисен Фрон. Король жезлов. У меня выходит один человек, который владеет, вернее, не владеет информацией, а который вот именно убивал. Вот здесь на карте Луна, да, Луна у нас спрятана в фонарный столб, и у него есть ключи от этого фонарного столба. И либо человек убивал, один человек убивал, бил, добивал девушку, да, и это один человек во всем виновен именно в убийстве, а другие его прикрывают. Потому что мне четко выходит король жезлов. Импульсивный, очень яркий, темпераментный, вспыльчивый человек, любящий секс, какие-то эмоции. Человек, которому кажется, что ему все по плечу и ему все обязаны. И вот здесь король жезлов такой главарь в их банде. Остальные, кто в лес, кто по дрова.
и хорошие есть, и плохие есть ребята. Не могу сказать за всех ребят, да. Но то, что это сплоченный такой коллектив, скажем так, группировка, это так. Тогда давайте спросим, есть ли на их руках еще чья-то кровь, то есть убивали ли они кого-то еще. Есть ли на руках преступников, которые убили Крис Креймерс и Лисен Фрон, еще чья-то кровь? Да, карта сила. Их очень боятся. Вот очень боятся их и местные жители, которые живут рядом с ними. Да, почему местные жители? Девушка, которая держит на руке мышку. И вроде как бояться-то ее не стоит, потому что вреда ей никакого не причинят, не нанесут никакого вреда, потому что она вроде как своя, но тем не менее она ужасно боится, пытается подать виду, что не боится эту мышку. А вот здесь местные жители очень боятся эту банду по каким-то определенным причинам. И карта сила здесь говорит о том, что не раз и не два они убивали. Не раз и не два. И, возможно, это одна из самых громких историй, да, которая всплыла вот на свет из-за родителей в том числе, да, которую увидел весь мир. Есть еще какие-то люди, которые также там, возможно, захоронены, да, одиночки какие-то, которые приезжали в Панаму, возможно, девушки из Панамы, потому что карта сила может показывать тот, кто находится рядом, а тот, кто находится рядом, живет в Панаме, то есть убивали девочек из Панамы. И поэтому никто об этом и не говорит, да. Вот туристки из Нидерландов, их убили, и, соответственно, об этом говорит сейчас весь мир. Гид Фелисиано меня интересует. Это местный бизнесмен, скажем так, и по местным меркам довольно богатый житель, который проводит экскурсии. Должен был встретиться с Лисен и Крис 2 апреля 2014 года и провести для них экскурсию. Он фигурирует буквально во всей истории. Он с самого начала занимался поисками девушек и, как ни странно, находил останки девушек. Именно он в самых неожиданных местах. Некоторые жители говорили, что он запугивал их, чтобы они ничего не говорили. И, скорее всего, действительно местные жители что-то знали, да, об убийстве девушек. Итак, гид Фелисиано. Причастен ли косвенно или напрямую к убийству Лисен Фрон и Крис Креймерс? Гид Фелисиано. Причастен ли к убийству? Карта вожделения опять, да, выходит. Вожделение – это положительная карта, и вожделение здесь тоже вот, да, у него что-то вот на сексе все. Вот все на сексе. Нравится девушка или нравятся девушки. И вот карта вожделения выходила вот на молодого человека, который убил одну из девушек. И, скорее всего, тут у гида Фелисиано есть сын, приемный сын, если я не ошибаюсь, да. И, скорее всего, он как раз-таки и был тем главным человеком, который, возможно, убил девушку. Потому что карта учителя. У нас выпадала карта дома, место силы. Карта дома, где живет учитель, или где живет тот, кто обучает чему-то, или водит куда-то, гид. Да, местный гид. И, скорее всего, здесь карта вожделения указывает на то, что он косвенно причастен, не напрямую. А может быть, вожделение указывает на то, что гид Фелисиано насиловал, в том числе девушек, да? Потому что здесь говорится о физическом насилии. Я не хочу, на меня насилуют. Причастен ли гид Фелисиано к убийству девушек? Косвенно или напрямую? Карта «Ты лучший». Ну вот у него что-то, говорю, с его эго зашкаливает, и он постоянно хочет секса, чтобы меня считали самым лучшим в интимной близости с девушками. Да, вот почему-то здесь это идет у меня. И здесь идет у меня то, что он насиловал, но не убивал. Вполне возможно, он присутствовал или потом уже чуть позже подошел, когда девушек убили. Здесь есть физическое насилие над девушками. Да, я не хочу тебя и смотрю в другую сторону, а ты что-то пытаешься со мной делать, какие-то манипуляции с телом производил. Он не убивал, но насилие здесь с его стороны было. И, скорее всего, это было в его доме. Почему мне его показывают? Да? Почему он пришел в этот дом? Значит, это его дом. Дом его, и где живет его сын в том числе. И где, собственно говоря, вся вот эта шайка-лейка обитает, да, преступной вот этой группировки. Посмотрите True Crime подкасты, там раскрывается каждый, скажем так, персонаж поярче. Здесь мы с вами карту Таро все-таки раскладываем, да, не будем каждого персонажа раскрывать сейчас, но здесь конкретно говорится о том, что гид Фелисиано косвенно, скажем так, причастен. Знают ли местные жители, кто убил девушек? Знают ли местные жители Панамы, кто убил Крис Креймерс и Лисен Фрон? Знают ли? Конечно, знают, но молчат. Молчат, знают, боятся. Карта-код, преступники, преступная организация, которая у нас выходила уже, когда мы задавали вопрос, познакомились ли с кем-то девушки, познакомились как раз вот с этой преступной бандой, у которой покупали травку, наркотики какие-то легкие. Карта-код знаем, но молчим. Нам приказали молчать, или нас чем-то задобрили, деньгами, возможно, или просто запугали, скажем так, да, что скорее всего. Знает ли правительство Панамы, что на самом деле произошло с девушками и кто их убил? Это главный вопрос, да? Знает ли правительство Панамы? Правительство, полицейские, да? Президент, кто у них там? Конечно, знают.
Карта Луна, карта сокрытия. Луна – это карта сокрытия. Здесь в данном случае девушка хочет избавиться от ребенка. Здесь сокрытие ребенка в своем животе, да, и, возможно, девушка сделала аборт или у нее случился выкидыш. Но здесь карта Луна именно в нашей истории говорит о том, что мы скрываем или мы скрываем тела девушек. Останки кое-какие там повылазили, да, у нас в процессе этого дела, но тем не менее это тоже все очень странно. Мы сейчас об этом чуть попозже поговорим. То есть, да, действительно, правительство Панамы, конечно, знает, и все останется под секретом в нашем доме, в нашей стране, в нашем маленьком государстве. То есть все, что мы знаем, все останется при нас, и мы никогда этого не расскажем и не раскроем никому. Почему, да? Я, может быть, сейчас так скажу, тоже их можно понять, скажем так, в кавычках, потому что они хотят, чтобы больше туристов приезжало в Панаму. Это, конечно, для них резонансное такое дело, после которого, скорее всего, к ним никто не будет приезжать, прилетать. Я не знаю, конечно, кто после этого дела прилетает в Панаму и путешествует там, потому что там, очевидно, опасно. Давайте теперь мы добрались с вами до фотографий. Да? В деле девушек фигурирует отсутствующая фотография номер 509. 508 есть, 509 нет. 508, где изображена Крис Кремерс, такая довольно уставшая, или кем-то, или чем-то запуганная. Возможно, где-то упала она уже, да, грязь у нее там была на ногах. Так вот, 508 фотография есть, а 509 нет. Что было на 509 фотографии? Что было изображено на 509 фотографии? Кто был сфотографирован там? Солнце, карта Солнца. Солнце не мужская, не женская энергия. Солнце такое ощущение, что вот Солнце – это убитый человек, да? Человек, которого не существует уже. Солнце – это мальчик или девочка в лимбе. И Солнце – это либо 19-й старший аркан говорит нам о каком-то издевательстве, и они это сняли и удалили, либо кто-то убитый изображен, это видно, что человека убили. Сняли, зачем они это сняли, да? То есть непонятно. Тут Солнце изображен человек, которого уже нет в живых. Здесь может быть еще об этом. Мужчина, вполне возможно, потому что больше мужская энергия даже идет. Человек, которого больше нет в живых. Скорее всего, человек из этой преступной банды, которого убили. Убили, потому что он слишком много знал. А кто удалил эту фотографию? Кто удалил? Это 509 фото. Удалила полиция. Нет, 509 фото удалили сами преступники. Да. И причем тот человек, который убивал. Тот, кто помешан на сексе. Карта дьявола. Тот человек, который убивал, кто хотел интимной близости с девушкой, которая ему отказала. Это сделал убийца. Он сам удалил. И действительно, на фотографии 509 был кто-то, какой-то молодой человек, которого уже нет в живых, которого убили из-за того, что вот он владел информацией. И хотел, видимо, поделиться этой информацией с родителями, с полицией. Вот такие дела, друзья мои. Кто делал ночные пугающие фотографии? Ночные пугающие фотографии, снятые под дождем. Какие-то непонятные ветки, пакеты были изображены, да, на этих фотографиях. И кто их делал? С периодичностью там несколько часов, если не ошибаюсь, да, там из 2 до 4, по-моему. Кто делал ночные пугающие фотографии на фотоаппарате Крис Кремерс и Лисен Фрон? Кто делал эти ночные пугающие фотографии? Туз жезлов. Секрет. Тот, кто оставит с собой секрет и унесет его в могилу. Опять, да, туз жезлов может говорить о том, что человек специально оставлял эти фотографии для чего-то, для того, чтобы кто-то что-то понял по этим фотографиям. Туз жезлов – тот человек, который носит в себе секрет и будет носить до конца своей жизни, потому что человека, скорее всего, уже нет в живых. Кто делал ночные пугающие фотографии? Да, 9 мечей. Для того, чтобы кто-то узнал, для того, чтобы меня услышали. Какие-то слухи, какие-то сплетни. Делал специально для того, чтобы люди посмотрели и поняли, что это преступление. 9 мечей. 9 мечей я очень боюсь. Я очень боюсь, что меня убьют. Как будто человек, который изображен на 509 фотографии, это он же делал ночные фотографии. Для того, чтобы кто-то убедился в том, что это действительно преступление. Это делали не девушки. Это делал тот, кого сейчас нет в живых. Карта повешенной, да. Кто оказался предателем. Карта повешенной 12-го старшего аркана в колоде Висконси Сфорца, которые ранее выпускались и сейчас выпускаются в новом образце, обозначала предателя. То есть, если по-нашему сейчас это жертва, то ранее они назывались предателями по 12-му старшему аркану. И предать свою же банду, своих же людей. Тот человек, который был против того, что случилось с девушками. И, скорее всего, девушек уже к этому моменту убили. Следующий вопрос у нас про волосы. Волосы Крис Кремерс. Кто сфотографировал волосы Крис Кремерс? Не факт, что это волосы Крис Кремерс. Там девушки уже якобы неделю должны были быть в джунглях. И через неделю появилось вот это странное фото, где волосы сфотографированы просто сверху. Это вообще волосы Крис Кремерс на фотографии. Причем волосы чистые.
И если бы они неделю были в джунглях, они бы так не видели. Но все зависит еще от фотовспышки. Это действительно волосы Крис Кремерс. Девятка кубков. Девятка кубков – это то, до чего хочется дотянуться, но нет возможности это сделать. Девятка кубков здесь говорит о какой-то фальшивой ситуации. Здесь вот с картины выходит девушка и пытается взять мармеладку, хотя она этого сделать не может. Здесь давайте уточним. Волосы Крис Кремерс действительно были сфотографированы. Волосы Крис Кремерс действительно были сфотографированы. Девятка жезлов и девятка кубков говорят о том, что нет, все-таки, друзья мои, это не волосы Крис Кремерс, это что-то другое. Двойка пентаклей, что-то похожее на ее волосы. Похоже на ее волосы, спутать, запутать. Девятка кубков, сфотографировать то, что кажется ее волосами. И девятка жезлов – это отрицательно. Девятка жезлов для чего-то нужно это. Это нужно будет для следствия, для того, чтобы запутать следствие. Двойка пентаклей – что-то похожее на ее волосы. Может, манекен какой-то, да, волосы, я не знаю, куклы какой-то, но это не ее волосы. Для чего это было сделано? Для того, чтобы спутать, да, спутать следы. Когда убили девушек? Крис Кремерс и Лисен Фрон убили 1 апреля 2014 года. Карта Ангел говорит о душе, и карта Ангел говорит здесь то есть положительно дает ответ, да, ангел – это дух, душа, это душа ушла в небо, и, значит, девочек убили именно в этот день. То есть через несколько часов, буквально после того, как они встретились с какими-то людьми, с преступниками, да, которые мы с вами уже обсудили здесь. Следующий вопрос, друзья мои, кто звонил в службу спасения? Если девочек убили практически сразу, через несколько часов, то кто-то звонил в службу спасения несколько дней на протяжении определенного времени. И практически в одно и то же время. Да? Кто звонил в службу спасения через телефоны девушек Крис Кремерс и Лисен Фрон, когда они уже были мертвы? Очевидно, что они уже были мертвы. Кто звонил в службу спасения и для чего? Десятка жезлов. Десятка жезлов, трудности какие-то, тяжелая ноша. Мне стыдно. Кто звонил в службу спасения с телефонов Крис Кремерс и Лисен Фрон? Тот, кому потом стало стыдно впоследствии. Какой-то человек, да, из вот этой банды, шайки-лейки. А кто звонил в службу спасения с телефонов Лисен Фрон и Крис Кремерс? Кто звонил? Да, человек, который знал, что произошло. Который, возможно, не убивал, но который знал, что произошло, и который, вполне возможно, помогал скрыть следы преступления. Карта нулевого старшего аркана Шут говорит об этом, и десятка жезлов говорит о том, что этот человек потом пожалел о содеянном, скажем так. А для чего он звонил? Для чего эти звонки совершались? Для чего эти звонки вообще совершались? Десятка пентаклей, чтобы люди понимали, что это девочки пытаются дозвониться. Девочки пытаются дозвониться, десятка пентаклей, достучаться. Чтобы была какая-то привязка, потому что десятка пентаклей – это привязка к делу, привязка к дому, чтобы запутать полицейских, да, спутать полицейских, и чтобы полицейские думали, что девочки были до сих пор живы. То есть они погибли не 1 апреля, допустим, 2014 года, а там 10-11 апреля. Хотя они погибли практически сразу, как я уже сказала. И десятка пентаклей – это связка какая-то должна быть. Связка, привязка, но делали так специально, чтобы звонки не проходили. Человек, который звонил, пожалел потом об этом. Пожалел, потому что совесть заела. Именно совесть. Нулевой старший аркан Шут может говорить о том, что этого человека убили. Нулевой старший аркан Шут – это обновление жизни. Потому что ты что-то знаешь. Несколько человек убили, кстати, в итоге, друзья мои, после этой истории. Останки девушек, которые нашли полицейские, что якобы это останки девушек, это действительно их останки. Там ботинок со ступней, кости, ребра, выбеленное ребро, кстати, да, скорее всего, от девочек пытались избавиться с помощью каких-то химикатов. Останки девушек, которые нашли, это действительно их останки. Крис Кремерс и Лисен Фрон. Это правда? Снова десятка пентаклей. Десятка пентаклей, в принципе, это положительная карта, да? Останки девушек, которых нашли, это действительно их останки. Да, одной точно. Вот карта императрицы говорит об одной девушке, об одной женщине. Десятка пентаклей, которая была привязана к дому. Вот это, скорее всего, про Лисен, да, говорится. Остатки Лисен там точно есть. А вот с остатками Криса не факт, не факт. Что-то сокрыто, карта Луна на дне колоды. И вполне возможно, что помимо останков девочек, там подкинуты еще какие-то останки. Останки других людей, например, да. Или карта Луна еще говорит о том, что что-то сокрыто, или сокрыта половина останков, да, там очень много чего не нашли. Здесь вот какая-то странная история с останками. Там останки Лисен там точно есть. А вот с останками Криса не факт. Там есть какие-то еще другие останки других людей. И как-то все смешалось там, все эти кости смешались.
Где захоронены девушки Крис Кремерс и Лисен Фрон? Где в итоге захоронили их останки? Те преступники, да, которые их погубили. Где захоронили останки Крис Кремерс и Лисен Фрон? Королева кубков. Красивое что-то. Что-то красивое, под чем-то красивым. Королева кубков у воды. В воде вряд ли. У воды. Что-то красивое у воды. Растет, цветет, может быть. Потому что здесь девушка не имеет ног. Здесь ракушка, да. Ракушка около воды. Что-то, может, дерево какое-то красивое. Где находятся останки девушек Лисен Фрон и Крис Кремерс? Где находятся останки девушек? Вожделение. Опять, да, что-то связано с интимной близостью. Или вожделение еще говорит вот у того человека, который убил девушку из-за того, что она отказала ему в сексе. Рядом, недалеко от дома этого молодого человека, недалеко от дома гида. Рядом растет что-то красивое. Нужно дерево какое-то, да? Еще раз уточним. Где находятся останки? И что-то, карта вожделения еще может говорить о том, что что-то оставить себе. Что-то красивое оставить себе, как трофей. Это странно звучит, но оно так и есть. Останки девушек Лисен Фрон и Крис Кремерс. Где захоронены? Где захоронили? Карта флирт. Вот я говорю, вот что-то, как помешательство какое-то на девушках, какое-то помешательство на сексе, что-то оставить себе, что-то присвоить себе. Карта код, да, сокрыть что-то. Здесь под каким-то красивым деревом около воды. Что-то около воды цветет, растет, стоит, может быть, какой-то красивый камень, какое-то красивое дерево. И красивая девушка, королева кубков, которая мне очень нравилась, но я ее убил, потому что сильно хотела, и вот оставила себе что-то себе оставить на память. Вот я говорю, тут именно с Крис Кремерс странная какая-то история, потому что ее останки, какие-то кости, может быть, там зубы, извините, да, с такие подробности, но тем не менее что-то оставить, что-то присвоить себе. Тройка пентаклей. Видоизменить. Тройка пентаклей. Поменять, видоизменить, переработать что-то и оставить себе. Но основные останки девушек под каким-то деревом, что-то около воды находится. Убийство местных жителей. Таксиста Леонардо Гонсалеса, который подвозил девушек к тропе пианиста. Хосе Муркаса и Османа Валенсуэла, если я неправильно называю, пожалуйста, поправьте меня. Они связаны с тем, что они что-то знали об этом убийстве. Таксист, соответственно, подвозил девушек, он мог кого-то видеть, кто за ними потом пошел, да, то есть таксист их подвез, девушки пошли по тропе пианиста, и, скорее всего, кто-то за этими девушками пошел. Таксист это увидел. Что касается Хосе Муркаса и Османа Валенсуэла, это как раз те два молодых человека, которые состоят вот в этой преступной организации, бандита, по-моему, если я не ошибаюсь, где как раз-таки есть несколько человек. Вот один из этих молодых людей – это сын гида Фелисиана. Так вот, убийство местных жителей, таксиста Леонардо Гонсалеса, Хосе Муркаса и Османа Валенсуэла. Связаны ли они с тем, что эти люди что-то знали об убийстве Крис Кремерс и Лисен Фрон? Связаны ли эти убийства, действительно ли это убийства, да, были, во-первых? Связаны ли эти смерти, давайте так, с тем, что эти люди что-то знали об убийстве Крис Кремерс и Лисен Фрон? Флирт – это связаны друг с другом, берут друг друга за руки, что-то знают. Связаны ли убийства местных жителей в Панаме с тем, что они что-то знали об убийстве Крис Кремерс и Лисен Фрон? Да, чтобы молчали, да? Императрица, здесь хоть и женщина вышла, но тем не менее императрица еще обозначает землю, страну, земля, закопать в земле, да, чтобы они были в земле и молчали, никогда никому ничего не сказали, чтобы не было для нас сюрпризом, что они когда-то проговорятся. Пусть они молчат. Вишутха закрыта, горловая чакра. Пусть они молчат. Пятерка кубков. Пятерка кубков смерти на воде или около воды. Погибли на воде или около воды. Вот эти люди, да, как местные жители. Не знаю, кстати, где они погибли, напишите мне в комментариях. Местные жители погибли около воды или в воде. А карта императрицы, чтобы молчали, чтобы не было для нас сюрпризом, что они проболтаются, потому что мы все связаны, карта флирт. Связаны, держаться за руки, что-то знать. Одни и те же карты выпадают практически, хотя хорошо мешаю, потому что дело одно, друзья мои, да, так часто бывает, когда мы говорим об одном и том же деле. Мы понимаем, что это было убийство, что оно было не то чтобы случайным, спонтанным, скорее всего, да, люди употребили большое количество алкоголя, наркотиков, девушка отказала в интимной близости молодому человеку, и, соответственно, девушку убили, и нужно было, конечно, убивать вторую девушку, да, тоже, чтобы она не проходила как свидетель. И, естественно, молодые люди, которые стояли в одной организации, в одной группировке, помогли, да, молодому человеку, который это все самостоятельно совершил. У меня такое ощущение, что тут есть один человек, который убил одну девушку точно, вторую пришлось убить все вместе, да, и есть какие-то более-менее добросовестные люди из этой группировки, которые в конце концов решили не молчать, которых убрали.
Вот такая вот история, друзья мои. Никакой мистики, никакой продажи органов, да, здесь у нас с вами нет. Здесь есть только криминал. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы остались по этому делу, по самым интересным вопросам мы сделаем шот-видео. Подписывайтесь на наш телеграм-чат, там ежедневно мы выкладываем карту дня, проверяем свою интуицию, отвечаем на те вопросы, на которых нет ответов на YouTube-канале, да, которые мы не снимаем. И там вы можете общаться с нашими подписчиками, стать именно тем подписчиком, вполне возможно, который предложит очень интересные темы, и мы сделаем на эти темы новые расклады, друзья мои. А я вас очень люблю, и до новых встреч!